санкции все-таки больно бьют по российской экономике. Выручка крупнейших нефтегазовых компаний России с января по сентябрь упала на 41%, признался Центробанк. А все из-за снижения объемов экспорта нефти на фоне ужесточения санкций, а также перестройки логистических цепочек и финансовых потоков. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этом часе. ВСУ продолжают наступление на левом берегу Днепра, а армия РФ скрывает потери генералов. ГУР Минобороны РФ создало тайную ЧВК для вербовки россиян на войну. Оказалось, Шойгу там никто не уважает. Ты нам кто такой? Ну, тот же Шойгу. Водители на польско-украинской границе в отчаянии объявили голодовку. 3 недели они стоят в полях из-за блокади границы. Якби взагалі сиділи по машинах, нічого не пробували робити, може би стояв не 11 днів, а 15. Доброе утро, дорогие подписчики! Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям! Желаемых результатов не добились, но не отступаем, и уже хорошо. Президент Зеленский дал интервью Associated Press, в котором оценил ход украинского контрнаступления. По его мнению, война переходит в следующую фазу. Украина все еще не получила все необходимое оружие от союзников, а ограниченность численности вооруженных сил не позволила быстро продвигаться вперед. Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели. Я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться. Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт. Если Украина проиграет, Россия, скорее всего, вторгнется в страны НАТО, и воевать будут уже американские дети. Тем временем вооруженные силы медленно, но верно продолжают продвижение у села Крынки на левом берегу Днепра. Об этом сообщает и украинский Генштаб, и Институт изучения войны. Пытаясь выбить украинских военных, Россия наносит по селу артиллерийские и авиаудары и перебрасывает в этот район подкрепление. Украинские силы пытаются расширить зону контроля в прилегающем к Крынкам лесу. Также аналитики говорят о неспособности России наладить командную структуру своих войск в этом районе, в результате чего их боеспособность падает. Очевидная неспособность России создать сплоченную командную структуру среди сил, обороняющихся на восточном берегу Херсонской области, продолжает ухудшать моральный дух и боевые возможности России. Подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ, действующие в районе Крынок, отказываются проводить штурмы украинских позиций из-за отсутствия координации артиллерии, ненадлежащей разведки и информирования о местоположении российских минных полей. Их карты засекречены, и российское командование не согласовало должным образом со штурмовыми частями расположение этих минных полей, что привело к 50 жертвам среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц. Ну а тем временем бойцов ВСУ под Крынками пытаются уговорить сдаться с помощью аналоговнетного акустического комплекса «Языковед». По данным пропагандистов, его волшебные децибелы настолько эффективны, что украинские солдаты приплывают сдаваться даже с правого берега. На этой машине мы проводили звуковещание в красной зоне с призывами сдаться в плен. Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра. На самом деле, с правого берега российские войска отошли год назад, и бои там не ведутся. Это видео всего лишь постановочный ролик для пропаганды, снятый в тылу, говорят военные эксперты. А ситуация для армии РФ на оккупированном левом ухудшается. На передовой ВСУ мгновенно уничтожили бы эти «Тигры» FPV-дронами. Едут они очень медленно. И громкоговорители, похоже, слабые. На расстоянии в несколько сотен метров их призывы уже никто не разберет. Главное управление разведки Минобороны РФ создало тайную ЧВК для вербовки россиян на войну. Наемники ЧВК «Редут» воюют на самых
кровавых участках фронта. Это выяснили журналисты проекта «Схемы и система». На поверку оказалось, что «Редут» — это не частная и даже не компания, а секретная система вербовки под крышей российской разведки. В нее входят десятки других вооруженных формирований. По системе «Редута» воевало около 25 тысяч человек, что стоило около $1 миллиарда в год. Журналист под видом наемника позвонил в ЧВК. Ему там, в частности, рассказали, что Шойгу никто не уважает, а война с Украиной – самый кровавый конфликт. Ты нам кто такой? Ну, тот же Шойгу. Никто. И представь, 25 тысяч берут и снимаются с передних позиций. Писец. Что там будет? Вот и все. Мотиками они будут дырки закрывать. Они хуй собирают. Я на Артемовске был. Они хуй собирают 200-х. Жара началась, повздувались как шарики. Война довольно-таки жесткая. Я в этой теме с 99-го года. И я побывал на многих конфликтах. Такого я еще не видел. Там не шут и убивают там, ну, я не скажу, что часто и каждый день, но довольно-таки часто. Минобороны РФ засекречивает данные не только о погибших солдатах, но и о генералах особенно. Там неохотно подтверждают гибель высшего командования российской армии. В конце ноября погиб генерал-майор российских вооруженных сил Владимир Завадский. Предполагается, что он подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области. Есть такая предварительная информация, что он подорвался на мине, и, судя по всему, это была российская же мина. То есть, по сути, такой в результате условного дружественного огня он погиб. Но все равно, судя по всему, это было относительно близко к линии фронта. Вот, и да, ситуация с тем, что генералам приходится приезжать на места, чтобы поднимать местных командиров на бой, скажем так, на штурмы, она продолжается, безусловно. Потому что от показателей конкретного направления зависит дальнейшая судьба этого генерала. Снимут его с должности или нет. Потому что за эти 1,5 года мы уже видели много примеров, когда генералов, в том числе, наверное, самого такого распиаренного генерала Лапина, снимали с направлений за то, что они провалили, скажем так, показатели. То есть на их направлении войска они не достигли никакого успеха. Поэтому, когда они видят, что раз за разом волна отказников, не удается никуда продвинуться, приходится генералам лично приезжать и, грубо говоря, показывать нижестоящим командирам, как нужно командовать, чтобы солдаты они не боялись, не отказывались идти в штурм, а чтобы и шли в итоге воевать. Поэтому, я думаю, ситуация будет продолжаться. Периодически мы будем видеть генералов российских в зоне досягаемости дальнобойного вооружения Украины. Украинские водители на пункте пропуска Карчова объявили голодовку. Около 200 человек собрались было идти на переговоры к польским коллегам. Однако вблизи пункта пропуска их оцепила польская полиция. Репортажи о тяжелой ситуации на польско-украинской границе сняли корреспонденты украинского телеканала «Суспільне». Уже 3 недели польские перевозчики блокируют движение грузовиков на пунктах пропуска на польско-украинской границе. Сейчас заблокированы 4 из пунктов пропуска. Польские активисты требуют возврата разрешений для украинских водителей и изъятия польских машин из электронной очереди. Пропускают около 7 машин в час. Очереди растянулись на десятки километров. Польские волонтеры возят украинским водителям горячие обеды. 11-та сутка, везу папір. Це проходить як звичайна черга. Це ні АДР, ні скоропорт, не пріоритетні товари, які беруть скорше. Бувало, що за сутку виїжджало 20-22 машини. Це коли вже щось ми тут збиралися, йти пробували туди до протестувальників, нас не пускали, тоді вже починався якийсь рух, брали більше машин. Якби взагалі сиділи по машинах, нічого не пробували робити, може би стояв не 11 днів, а 15. Чуть позже стало известно, что Украина и Польша договорились открыть пункт пропуска у Грина в Долгобичу для провоза пустых грузовиков, сообщило Министерство инфраструктуры Украины. Это должно увеличить пропускную способность границы и также уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска. К мерам, которые согласовали стороны, относятся: открытие пункта пропуска у Гринов-Долгобычев для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска. Создание в системе Е-очередь отдельных линий для пустых транспортных средств на пунктах пропуска Ягодин-Дорогуск и Краковец-Карчево.
Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне. Запуск пилотного проекта с регистрацией в очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска Нижанковичи-Мальховица сроком в 1 месяц. Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко на конференции по изменению климата в Дубае. Пока лукашистские пропагандисты одну за другой выкладывали в его канале победные фотографии с переговорами диктатора с коллегами из Кении, Зимбабве и Коморских островов, все оказалось для него не так приятно. Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине, от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду. Такие фотографии называются семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, которой мы хотим принадлежать. Тюрьма за комментарии или жуткие реалии белорусской действительности ряды политзаключенных пополнил еще один. В колледже Барановичей перед студентами показательно судили Валерия Тацина. Мужчина совершил жуткое преступление, по словам пропагандистов. С помощью собственного телефона и своих соцсетей он написал против диктатора неприятные комментарии. Лукашистам настолько невозможно было такое видеть против своего хозяина, что они готовы проводить выездные бутафорские суды перед студентами. Мужчине дали год тюрьмы, у него на иждивении больная мать и старенькая бабушка. Но и это не остановило краснолицую и толстощекую Фемиду. Однако вердикт Фемиды оказался однозначным. Несмотря на раскаяние обвиняемого, умысел на преступление был полностью доказан. По части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. После провозглашения приговора мужчина покинул зал суда в наручниках и заставил присутствующих задуматься над вопросом, стоило ли поддаваться деструктивному влиянию и публично оскорблять президента в сети интернет. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!